Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Сегодня мы будем подбирать ключи от вашего счастья. И, соответственно, я хочу вас предупредить, что через 3 дня будет особенный день, в который можно привлечь счастье в свою жизнь. Есть такой ангел, его зовут Тесаль. И этот ангел является покровителем земной любви. Он помогает приобрести любовь и счастье и также дает возможность получить все земные блага и преимущества. Вам нужно через 3 дня помолиться этому ангелу. Помолиться, но сделать еще кое-что очень важное. Вам нужно взять бумажку и вот такой вот на этой бумажке изобразить знак. Этот знак называется печать Тесаля. Так вот, вы этот знак изобразите, вот примерно на такой бумажке, и положите в кошелек. Помолитесь ангелу, чего бы вы хотели. Ну, например, хотели бы разрешить финансовые проблемы, больше получать денег в жизни, зарабатывать. Никогда не просите каким-то способом это сделать. Именно, чтобы все было наивысшим, наилучшим образом. Также ангела можно попросить об отношениях, о любви и еще каких-то земных вещах. И, соответственно, вот вы нарисуете этот знак, обязательно сделайте скриншот экрана или поставьте на паузу и перерисуйте. Это я сама рисовала. Вот так же перерисуйте и положите в кошелек. Вот, посматривайте периодически. Но положить этот знак в кошелек нужно через 3 дня. И вы увидите, что вы подбираете в своей жизни ключи от счастья, что у вас получается, и что наконец-то решаются какие-то ваши проблемы, трудности. Наконец-то в вашу жизнь пришло то, что вы хотели. Ну и сегодня, соответственно, мы с вами тоже погадаем на эту тему. Как вам подобрать ключи от счастья в жизни? Может быть, есть такой способ именно для вас, какой-то особенный, конкретный, дополнительно к данной печати Тесаля, да? Дополнительно. Итак, тут я взяла, значит, Ленорман Ариадны Салье. Это такая вот очень хорошая, красивая колода. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Как вам подобрать ключи от счастья? Как вам подобрать ключи от счастья? Первая карта будет показывать основной ключ. Поэтому, когда вы выбираете позицию, вы выбираете ключ. Да? Ключ от вашего счастья. Именно так будет это звучать. Первая карта – основной ключ. То есть она может быть позитивной, негативной. Главное не учить меня основам Ленорман. Да? Ну, то есть постарайтесь как-то вот расслабиться и принять информацию. Карта здесь показывает ключ от счастья. То есть она может быть любой, но при этом она покажет способ, как вам в этой жизни добиться счастья, то есть сделать жизнь гораздо лучше, более счастливой именно для вас. Понимаете, именно для вас более счастливой. Так, первый камень у нас амазонит. Так, второй какой мы возьмем здесь с вами? Ну вот, давайте. Цитрин возьмем. Кстати, через 3 дня, вот как раз-таки, если вы хотите усилить вашу молитву, воспользуйтесь именно вот такими вот камнями, да, то есть именно такими камнями. И 3-й из них, их вообще несколько, но вот эти 3, да, 3-й из них я возьму, ну давайте возьмем флюорит, да, флюорит такой фиолетовый. Вообще еще можно добавить горный хрусталь туда. Можно добавить, значит, аметист. Можно добавить еще бирюзу. Поэтому, ну вот какие я взяла тут на позиции и плюсом еще, да, плюсом.
Если вы любите, допустим, что-то, вот, чтобы у вас наглядное было, свечу зажечь, вот так же, как я сейчас, да, свечу зажгла, камни положить, нарисовать знак, совершить молитву ангелу Тесалю. То есть вот так. Итак, первая, вторая, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. То есть как вам подобрать ключи для счастья. То есть перед вами 3 ключа. Вы выбираете свой ключ. И мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Да? Я убираю в сторону. Итак, амазонит. И ваш ключ от счастья, да, это якорь, карта якорь. И смотрите, получается, по этой карте ключом основным от вашего счастья, по сути, является стабильность, спокойствие. Это самый главный ключ от вашего счастья. То есть, если вы буквально нервы себе полностью успокоите, вы станете реально счастливым человеком. Да? Счастливым человеком – это ключ. Также спокойная жизнь, да? Стабильная жизнь. Вы, допустим, создаете некоторое пространство, где вы успокаиваетесь, где вы защищены, где вы спокойны, где у вас все хорошо. Сейчас есть зона комфорта, да, и стабильность, там, ну, допустим, жилье, работа. Вот вам нужно просто взять и создать это пространство. И над этим лучше потрудиться и приложить все усилия. И ваша жизнь станет счастливой, вот по-настоящему счастливой. То есть вот эта карта якоря, она сулит наступление спокойных времен. По сути, она вам просигнализировала, да, что жизнь в будущем у вас будет более спокойной. И вас не будут беспокоить там конфликты на работе, непонимание с окружающими, там, с близкими людьми. И, конечно, все трудности могут разрешаться по этой карте, но вам нужно, конечно, прилагать и усилия, да. Вообще умиротворение для многих это и есть счастье. То есть человек, когда вот так вот излишне очень нервничает, да, переживает из-за чего-то, накручивает, он, естественно, становится несчастным человеком, потому что он ни спать нормально не может, ни жить нормально не может. Его все время что-то беспокоит, что-то тревожит, да. Давайте посмотрим, а как вам достичь этого полного спокойствия, умиротворения, стабильности. Какой-то способ, может быть, есть совет. Как вам достичь-то всего этого, да? Вот, вышла карта крысы. Как достичь стабильности, как достичь вот этого настоящего умиротворения. И вот я считаю, что по сути по этой карте совет защищать только свои интересы. То есть в вашей жизни может наступить вот эта стабильность, может наступить спокойствие, если вы будете защищать свои интересы. Вот это бескорыстие, вот этот альтруизм вечный, когда у вас все не устаканено, пока не к месту, да, в вашей жизни пока не нужны. Все должно быть вовремя. Если человек ощутил благосостояние, богатство, процветание, радость в жизни, у него все хорошо, он может становиться бескорыстным альтруистом, помогать людям. Но когда у человека у самого нет денег, все плохо, он нервный, он психованный, там нестабильно, тут нестабильно, о какой помощи людям может идти речь в такой ситуации, скажите мне? Ни о какой. Своя рубашка ближе к телу, понимаете, по этой карте крысы. И, соответственно, нужно защищать, в первую очередь, себя. Контролировать свои доходы, свои расходы, беспокоиться о себе, заботиться о себе, любить себя. И тогда, естественно, в вашей жизни все наладится, все улучшится в скором времени по якорю, да? И вы, вот когда станете счастливым, стабильным человеком, уже можете проявить свой альтруизм. И вот я все время вспоминаю слова святого аватара Всевышнего Сати Sai Baba, который говорил, что как можно научить или приблизить людей к духовности, если они голодны. Как? Пока ты их не накормишь, ты не сможешь их приблизить к Богу. Ты не сможешь их научить никакой духовности, они будут просто хотеть есть. То же самое здесь. Как можно распространять, да, человеколюбие? Как можно
пытаться кому-то помогать. Себе помоги. Вот правильно, себе помоги, и все. Естественно, как только вы станете хорошо жить, вы сразу же будете всем помогать. Сразу же. Но как только, извини, копеечка появляется, а ты все это раскидываешь окружающим, нет, так точно не получится. Не получится войти в эту стабильность. Поэтому задумайтесь по первой позиции. А мы идем с вами к позиции номер 2. Итак, у нас первое здесь это основной ключ, да, цитрин. И основной ключ от вашего счастья. То есть какой у вас ключ, главный ключ счастья, да? Это звезды. Карта, кстати, очень такая хорошая и светлая на самом-то деле, да? Что такое звезды? Звезды – это мечта, это надежда. Когда человек в отчаянии, когда человек теряет надежду, он не может быть счастлив, он не может вообще нормально жить или не жить даже, да? Жить даже не может, вообще в принципе жить не может. Вот вам нужно это осознать сейчас, просто взять и один раз осознать, что человек может даже закончиться, если у него нет надежды, если у него нет, ну вот, своего предназначения, к которому он идет, да. Ему же хочется, вот каждому из нас хочется идти к своему предназначению. Это карта счастливой звезды. Она озаряет ваш путь. Это вот ваша мечта, ваша надежда. Вы должны двигаться к этому обязательно. Сама судьба, она приведет вас к успеху. Просто идите к нему. Если вы встанете, если вы потеряетесь, если вы отчаетесь, потеряете всю надежду, кем же вы будете? Да никем вы не будете. Какое же тут счастье, если человек себя сам не любит, и если он сопротивляется своему развитию. То есть к любым событиям нужно относиться философски. Да, вам что-то мешало, да, были препятствия, да, были проблемы, да, вы прошли много испытаний, неудач, но это трамплин, чтобы дальше развиваться, улучшать качество вашей жизни. Конечно, карта показывает развивать интуицию, развивать способности, развивать свои таланты, вдохновляться чем-то. Тогда вы будете очень счастливым человеком. Стремитесь к своим идеалам. Понимаете, вы можете мыслить креативно, вы можете находить разные нестандартные решения. Это правда, вы талантливый человек. И без развития вашего таланта счастливым как вы будете? У вас что-то внутри сидит такое яркое, понимаете? Яркое. Вы должны сверкать, как звезда. Вы звезда. И вы поверить должны в себя, что вы звезда. Пусть вы звезда, там, не знаю, ТикТока, Ютуба, Инстаграма, или звезда сцены, звезда кино, звезда театра, звезда среди художников, среди эзотериков пусть даже. Кто-то любит быть, там, не знаю, звездой среди ведьм. Но главное, это мысль, чтобы она жила в вас. Я хочу быть этой звездой, да? Я могу быть этой звездой. То есть это приоритет духовного над материальным. По сути, для того, чтобы быть счастливым человеком, деньги вам и не нужны. Вам нужна слава, вам нужен почет, вам нужно развитие духовное. И вам нужно именно вот развитие вашего таланта, погрузиться в этот талант и проявить его, взять и проявить его. Проявить свой дар, который дан вам свыше. А ведь у вас действительно высокое предназначение по карте звезды. Очень высокое. И, если вы его не реализуете, о каком счастье? Тут никак не может идти речь о счастье. Вы что? Не зарывайте себя в землю, да, не зарывайте свой талант. Постарайтесь, наоборот, подняться. Да, были трудности, да, тяжело. Вот недавно разговаривали с одной дамой. Она хотела бы создавать букеты. Представляете, какое это тоже искусство. Создавать букеты из цветов. Это какое искусство? Это художественные образы, да, там это такие вот, как нестандартное мышление, может быть, да, что и также это смотришь на человека, ты его по характеру там, может, подбираешь что-то. То есть, если человек не проявит свои таланты, что же будет? Конечно, нужно, вот мечтаю, значит, делаю. Нужно обязательно делать. Хорошо, давайте посмотрим, как вам вот реализовать этот ключ. Способ-то есть? Нет? Совет какой карты дадут? Как действовать? Ух ты, какой это медведь какой выпал, да, вам? Смотрите, какой медведь вам выпал, обалденный. Ну и я, конечно же, считаю, что совет по медведю, показывать себя, да, свою силу,
свою мощь, то есть мужество проявить, даже если вы женщина, и надеяться только на себя. Ну, медведь ни на кого уж точно в жизни не надеется, это точно, да, никогда. Медведь сам по себе живет. Это совершенная правда. У него ни стаи нет, ничего. Вы это знаете, он хранитель леса. И у него очень много лидерских качеств. Вы большой человек. Не в физическом смысле, а в духовном. Вы защитник для окружающих, для многих. Может быть, вы должны быть главой семьи или какой-то группы, подразделения, да, там, или, может быть, фирмы или еще чего-то. Проявите свой дар. Вы отвечаете за многих, вы нужны многим. Вы нужны, там, ну, не знаю, своим детям, окружающим. То есть вы для них медведь или медведица-мать. И, естественно, как дух-хранитель и как человек-хранитель, вы не можете себе позволить терять надежду. Поэтому да, вы должны проявляться. И да, вы должны показать другим людям, на что вы способны и чего вы достойны. В любом случае. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем с вами дальше. Подбираем ключи от вашего счастья. И не забывайте следовать руководству в начале видео. Да? Так, наш флюорит. Давайте посмотрим. Ключ, главный ключ от вашего счастья. Главный ключ от вашего счастья – это крест. Крест. И в первую очередь эта карта указывает на оккультное знание, на магию. То есть она говорит о том, что у вас есть особое предназначение, может быть, даже помогать людям, менять их судьбу, воздействовать на них, да, и читать их судьбу. Может быть, даже есть еще какой-то дар, ну вот знаете, как исцеление, молитва, да, там решение проблем, пророчество, дар пророчества. Какой-то колдовской магический дар у вас есть. То есть как стать счастливым человеком, проявить этот дар, да. И второе есть по этой карте – это свобода. То есть, чтобы стать счастливым человеком, для вас нужна свобода. Крест – это всегда нагрузка такая, да, на человека. Кармическая нагрузка. Тяжелый крест он несет на себе. И стать самым счастливым в этом мире, да, человеком можно, освободившись от креста, от тяжелой кармы, от тяжелой судьбы, от тяжелой ноши в жизни. Многие из нас тянут эту тяжелую ношу, большинство, я бы сказала. Вот я все время вспоминаю эту притчу, ну, я ее рассказывала, но я хочу напомнить здесь, как однажды человек пришел к Богу и говорит: слушай, говорит, Бог, я хочу снять с себя свой очень тяжелый крест и поменять его на более легкий, Бог говорит: ну хорошо, у меня, говорит, тут есть вот такое огромное помещение, там у всех стоят кресты. Тебе нужно будет снять свой и поменять, на который ты там выберешь, да? Вот человек заходит, стоят всякие, знаете, огромные кресты. Он снимает свой, а его самый маленький. Его крест самый маленький. Вот. И каждый из нас способен, да, преувеличивать, может быть, свой крест. Мы не можем заглянуть другим в жизнь. И, какой у вас крест по сравнению с моим, я не могу сказать. И вы не можете сказать, какой у меня по сравнению с вашим. А может, их не надо сравнивать. Но самое большое счастье для вас, вот кто смотрит третью позицию, было бы, все-таки снять с себя этот крест, какой-то долг, может быть. Знаете, как кредиты, например. Стать свободным человеком. Освободиться, да, освободиться. Именно свобода – это самое важное для вас. Важнее свободы просто ничего нет. Может, развестись хочется, может быть, убежать от какого-то человека, выйти из заточения, освободиться от тяжелой работы, от заботы о ком-то. Что угодно. Давайте теперь посмотрим, а как достичь этого счастья. Вышла карта групп.
Если первый вариант трактовки идет, что вы должны проявить свои магические оккультные способности, ясновидение, яснознание, целительство, молитва, да, там, ну, что угодно, пророчество, что угодно, то тогда можно трактовать гроб так, что вам нужно покинуть свою прошлую жизнь и начать заниматься тем, чем вы должны заниматься, своим предназначением, развитием этих способностей. Но тогда придется попрощаться с всей своей прошлой жизнью, то есть отказаться от многого того, что у вас было, потому что оно утяжеляет вас, и ну, назад дороги не будет, если вы начнете заниматься этим. То есть оттуда уже назад дороги просто нет. Если второй вариант, что ключ к вашему счастью – это свобода, то гроб означает, что нужно покинуть то, что делает вас несвободным человеком, даже если вы это любите. Свобода достигается таким образом, что нужно все-таки отказаться, да, отказаться, что бы это ни стоило. Ну, то есть вас делает несвободным человеком работа. Вы должны отказаться, уволиться. Муж, жена, развестись, забота о ком-то, сбежать. Вы в тюрьме, ну, представим, да, что вы в тюрьме, тогда нужно сделать все, чтобы вас выпустили под амнистию. Или, допустим, пересуд сделать, да, доказать свою там, если вдруг вы невиновны. Если виновны, сделать все, чтобы вас выпустили за хорошее поведение. Понимаете, вот гроб, покинуть то, что делает вас несвободным человеком. То, что вас ограничивает, то, что вас делает несчастным человеком. Вам нужно проанализировать, что это. И, соответственно, вы скажете мне, я не могу. Вот сейчас большая часть людей, кто смотрит эту третью позицию, скажет, я не могу. И тогда вот вам действительно нужен этот знак в начале видео. Посмотрите начало видео, то, что я вам посоветовала. Иногда оно само как-то потихоньку разрешается. Высшими силами. Вы знаете, вам нужна вера. Вера в Бога. Потому что только Бог может все. Иногда мы сталкиваемся с проблемами, которые невозможно решить. И тогда нам нужно чудо. Кроме Бога чуда вам никто не организует. И вы попросите высшие силы, и у вас все получится. Ну, вот такая вот позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.